Керрер, блин, как будто явно неисправный какой-то. Что это такое тут у вас? Дамы и господа, привет всем, с вами Сэр Холмс, Morrowind, Tamriel Rebuild. Я тут не учел, что последняя серия, вот предыдущая перед этой, выпала на день моего рождения. Вот, хотел у вас спросить, как думаете, сколько дадите? Вот, ну и в целом пишите, как у вас дела, пообщаемся. А возвращаясь к Моровинду, ну что, я тут остановился в пещерке, желая переночевать перед отправлением дальше. Надо поискать, что тут у бандюков по запасам, по припасам. Пещера, кстати, интересная это была, да? Тут, похоже, не продуктовые у них. Есть мясо, конечно, но нет. Целая лаборатория по производству скумы. Вот здесь вполне себе можно позавтракать хлебушком. В дорогу взять яйцо квамы. Даже 2 можно. Еще хлеба. Чтоб было. Так. Что еще можно тут? Вот, это уже все не очень интересно. Маршмеллоу, не знаю. Закусить. И отправляться дальше искать святилище одиночества, или как там называется это. Как оно сверкает там. Мне показалось. Нет, сверкает действительно. Лунный сахар сверкает. Чудесно. Святилище одиночества. Вот, надеть щит, чтобы он висел. И я на самом деле двигаюсь в Хелним. Туманное утро. Вообще мне говорили, что где-то на каких-то на обходных дорогах между Тель-Матриврой и Хелнимом находится это святилище. Но я не знаю, куда тут тыкаться. Вот я сейчас иду на юг. По берегу вот этого непонятно чего, река это или... Да, может это река, которая берет исток вон там. Тилванские поселения. Точнее, домик тилванской волшебницы. В общем, я к тому, что у меня впечатление пока складывается, что тут я вряд ли найду. Больной Алит. Так, а это что у нас за... Тут я не был, кстати, в этих двемирских. Или был? Ну, сейчас проверим. Есть вероятность, что это... раскопки, которые я посещал уже. Да, у меня еще проблемы с тем, что кончились запасы ингредиентов, из которых я варил зелье восстановления магии. Я, кстати, заметил, что в Моровинде это называется не мана, а в оригинале магика. Я вот не помню, как это перевели в локализации на русский. Наверное, мана, но по факту это не мана. Ну, по сути, одно и то же, но называется оно иначе. Тут 2 входа, получается, в эти руинки. Ага, библиотека Тилвани тут. А на задворках двемирские руины у них. Ну, раз уж пришел, чё, залезу. Галерея гнева небес. Шикарно. Я никогда не задумывался на этот счет, но... Хорошее такое замечание сделал автор развалин Кемелзе, что
чем выше ты поднимаешься в Двемирских руинах, тем скорее тебя это приведет к каким-то тупикам, потому что, ну да. Надземных построек всегда меньше, чем подземных. И количество надземных построек ты можешь видеть заблаговременно, сколько их. В отличие от подземных, которых может оказаться сколь угодно, потому что их не видно как раз-таки. О, слушайте. Залы причины. Вот не знаю, как правильно, как это красивее перевести, чтобы звучало благозвучнее на нашем родном. Ой, сколько тут призраков. Они отражают заклинания в меня обратно тоже. Так, подожди, чем я там стрелять собрался? Да, атака холодом, то что нужно. А что не так с лучниками-то? Со сферами-лучниками. Почему они не стреляют? У вас так же, друзья? За все 5 лет, что я играю в свою сборку Моровинда, в меня ни один лучник двемерский не выстрелил. Как булькает, вкусно, да? Надо избавиться от этих молоточков. Это копье починю и верну его, наверное, в свою коллекцию в старом авангарде, бесполезное. Так. А можно, пожалуйста, нет? Как поехать наверх? А почему? А что тут? Этот звук, по-моему, означал, что перезарядилось что-то где-то. А, ну да, смотрите. Копье перезарядилось уже мое. Это как бы алебарда, но она, видите, урон рубящим, режущим вообще никакущий. Как оно булькает. Это что тут, масло, что ли, кипящее? Я раньше не обращал внимания на вот эти сферы, полусферы, из которых вырастает механизм телескопов. Я, в общем, вспоминаю в Кемелзе постройку такую, конструкцию даже, правильнее сказать, сделанную вроде на основе вот этих как раз полусфер, и губернатор города, который там на самых верхних уровнях такой, это, наверное, использовалось для... Паучка, наверное, можно чем-нибудь потюкать. Использовалось для обогрева помещений или там питания энергии. Так, копье у нас дает выносливость, да? Имеет смысл копья прокачивать на самом деле. Помимо того, что уровень прокачивается, еще и бонус к выносливости дается. Так, а амулет выносливости? Ага, она у меня не очень, кстати. 82 всего. Так, средняя броня. Да, надо прокачивать ее. Только так. Все. Остальное вооружение там дает по большей части. Силу, бонус на силу. Так, ловкость у меня
Тоже на сотку. Так. Ну, копья, значит, ладно. Ну, черт, ты откуда взялся? Ты что, телепортируешься, что ли? О, средняя броня прокачана, тоже бонус. Разобрал я. Тут обычное остальное вооружение. Куча металлолом. А, ну вот есть двемерская, да? Как герер. Молоточек мастера. Это имеет смысл с собой взять. Интересно, уровень замка это 52, не 50, а именно 52. Вообще, скажите-ка, если представить, что мы с вами в 2002 мы еще не прошли Morrowind десятки раз, не изучили все источники, все мыслимые и немыслимые о сюжете Morrowind, да, его лоре, то как классно удалось разработчикам сделать вот эту вот загадку двемеров. Куда исчезли двемеры? Это же действительно... Вопрос, во-первых, непростой, во-вторых, это можно действительно гадать долго. Вот на основе тех имеющихся фактов, что о них у нас есть. Так, и что тут? Это все, что ли, что тут будет? Техническое помещение. Вот смотришь, блин, механизмы какие-то оставили после себя кучи. Вот эти все огромные развалины, все такое паровое у них. Энергию черпали из лавы. Куча труб, по которым, вероятно, она течет. Я, видите, основываюсь на опыте Кемилзе. Там явно похоже, что по трубам текла лава. Может быть, это не так. Вот эти гигантские, причем, учитывая, что они подземный народ, по сути. Гигантские телескопы в башнях наземных. Кем были двемеры? Тут тоже 73 уровень замка. Забавно. И, знаете, я просто счастлив, что... Ух, ничего себе, это что там такое? А, тут парень плотный. Просто счастлив, что я не все себе еще заспойлерил в сюжете Morrowind. И что у меня есть возможность еще... Этот керрер, блин, как будто явно неисправный какой-то. Что это такое тут у вас? Что это? Что это? Порталы в двемерское измерение? Звучит страшно. Старая двемерская книга.
Ну и это, знаете. Так, тут я... А, вот, да, этот я не осмотрел еще. Пища для размышлений по поводу того, что... Мне кажется, идеальный способ играть в игры — это когда ты вообще ничего не знаешь о игре. И судишь только о своих впечатлениях, не ориентируясь ни на какие обзоры, там даже на тизеры самих разработчиков. Может быть, наверное, не каждый разработчик это делает грамотно. Вот взять тех же разрабов Tomb Raider Rebuild, у них капец какие спойлерные. Дневники разработки. Я их бросил читать поэтому, потому что, ну, они там все рассказывают, что у них, какие там квесты, какие, где там живут неписи. И так далее. Вот и ты сам в мир игры погружаешься изначально, не зная ничего о ней, и уже, если она тебе нравится, продолжаешь. И восхищаешься там всеми поворотами сюжета, всеми особенно... О, наконец-то, морозные соли. Особенностями лора и так далее. Вот эти вот загадки, которые игра тебе преподносит. Ты корпишь над разгадкой этих загадок, все прохождение. И тебя оставляет тебя таким заинтересованным, там буквально не дает спать. Куда делись Двемеры? Вот что-нибудь бы такое, знаете. Ой, ну страшно, конечно, но ладно. Сейчас вылезет какой-нибудь. Ай! Небольшой разряд током получаю. Да чтоб тебя. Надо бы как-то это, наверное, обесточить все. Никогда такого еще не встречал. Ладно. Сейчас я хочу сварить себе зелья, потому что я соскучился по зельям. Конечно же, ничего не получилось. И что? Восстановить здоровье? Где-то у меня вот. Scroll of Healing. Самый простой. Лечение. А, тут с арбалетом, смотрите. Чё, перестрелка, да? Какие интересные конструкции. Сюда нужен кагерер. Я там один, помню, в одном из шкафов лежит. А, вот тут там есть. Ладно, я, наверное, не буду торопиться. Давайте сначала все осмотрю, что тут есть. Потом только. Где он? Я не хочу его таскать, он тяжелый. Постой здесь пока. А, руинки-то обширные оказались. Ага, ну я отсюда я пришел. Так, туда ходил, потом ходил туда. И даже... Блин, оно закрыто с обеих сторон. Ну вот что такое, а? Еще сюда не сходил. Это что? Пепельные соли. Они довольно часто спаунятся. У Двемеров.
Все, что осталось от двемеров, это пепел. Ах ты, черт, повернулся, да? Что ты со мной сделал? Повредил ману. Еще один неисправный. Ну ладно. Я думаю, надо пробовать втыкать последний оставшийся, смотреть, что будет. Это плазма. Призраки сами себя замуровали в стол. И отъехали в нем. Ну не пуха, давайте даже сохранюсь под большим слотом сохранения. И что стало? Надо понять, что это активировало, если это вообще что-то активировало. Вроде бы это просто включило освещение, вроде тут посветлее стало. Надо еще посмотреть. Я тут понял, что я еще не ходил вон в нижние самые отсеки. Парень решил, видимо, какое-то заклинание по касанию действующее на меня. Вот, жалко, что они не сгруживаются друг на друге, то есть рэгдола нет хорошего. Вот, да, там с этими порталами тоже ничего не случилось, или что это вообще? Сюда, к сожалению, я уже не схожу. Никогда. О, рычаг. Слушайте, а вот может рычаг заработает сейчас? Но с другой стороны. Не знаю. Не работал ли он, пока меня тут не было нажавшего это место для вставления Кагерера. Я починил еще за кадром вообще всю снарягу. Ладно, давай. Ну, конечно, ты застрял. Чертов рычаг. А, ладно, полетели тогда. Сели левитации. А смысл? Ну, блин, это явно не рабочая же, да, тут? А, тихо, 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 блин. Ладно, давай свое зелье сюда. Ну, в общем, ни черта тут не поменялось. Нагуглить тоже мне ничего не удалось. Кроме того, что это место будет перерабатывать тоже вместе с кучей всего, что переработают в этих землях. И, знаете, я подумал, что, пожалуй, мне вообще тут не стоит слишком заморачиваться с исследованием этих мест. Ну, может быть, найти действительно святилище одиночества, раз уж оно мне нужно, чтобы в храм вступить. А так-то черт с ним совсем. Вот, тем временем тут опять свечерело уже. Отсюда, кстати, можно подумать, куда двинуть. Я бы не торопился возвращаться. Какой туманный день, черт возьми. Не торопился бы возвращаться туда, где ходил, на берег этого озерца. Не думаю, что там я найду свое святилище. Вот, свет, кстати, похоже, тоже не включался через эти кагереры. Он как был, я загрузился, проверил, так и остался.
А, черт, сейчас еще не выбраться отсюда, да? Ладно. Вернусь внутрь. Тут ведь еще не так просто прийти к выходу. Да, вот этот цвет, он как горел, так и горит. Вот он, этот второй выход. Или подожди, или этот все еще первый? Не суть. Но он мне был нужен как раз, да. Вот у нас куда-то ведет мост от Демерских руин. О, поляхил мимо. Этот мост, возможно, неспроста сюда вел 3000 лет назад. Так-то это место вполне может быть. Тем, что мне нужно. Как, впрочем, и любое другое. О, смотрите, видно тилванские поселения уже на Варденфеле отсюда. Чудесно. Какие пейзажи. Туман прошел, сейчас подальше можно увидеть все. Кагути. Надо стрелы какие-нибудь такие тратить. Попроще. Шок. Яд. Ну вот, например, такими пострелять. Так-то я думаю, что вполне может быть и там где-нибудь это святилище. Ну, давайте сейчас посмотрим вдаль немного тут. Впору, кстати, закругляться, надо еще перекусить. Я тут за кадром уже обедал. Пока там бегал в этом... Сложно запоминать демерские названия. Так, мне бы как-нибудь залезть на... высокое место. Может быть, прямо сейчас спать завалиться тут. Ух ты. Руины какие-то. Кто-то бродит в этих руинах. Нетчи летают. Да, надо, короче... Вот в этом... В этой щели нормально будет, наверное, заночевать. Ах, опять туман. Ну что ты будешь делать? Ладно, раз тут туманы такие интенсивные. Вернусь я к этим ущельям. В принципе же может здесь быть святилище, да? Чего бы ему тут не быть? Это не похоже на дороги. Раз уж я все равно здесь. Посмотрим, что тут вообще.
Отсюда и начнем путь по ущелью. Это, наверное, правильнее называть долиной. Вообще, по-моему, тут ничего нет. Но прогуляться, знаете, на природе тоже полезно. Ага. Вот и точка интереса появилась. Так, отравлять скелетов идея не очень хорошая. Бессмысленная. Даже стрелы кончаются. А лук надо по-любому брать, тот, что у меня был. Эбонитовый. Если доспехи мне действительно впору таскать... Да, кстати, я еще ж не завтракал. Сейчас этим и займусь. Доспехи впору таскать какие угодно, потому что я все равно под удары не подставляюсь обычно. То... Вот здесь вот костерок разведу, мясцо поджарю. О, отлично. Да, посветлело все. Где там это мясо? Вот оно. С хлебом давай. Припасы кончились. Может сейчас залезть на возвышенность? Смотреться. Блин, я забыл, о чем я там говорил. Про лук, да. Что мне нужен? Старый мой лук. Старый новый эбонитовый лук. Вот, под удары я не подставляюсь, но урон мне нужно наносить большой, потому что все-таки тут автолевелинг есть в Моровинде, хоть и не такой безобразный, как в Обливионе. Но со слабым оружием... Какая цветущая долина, смотрите. Там же Firewatch виднеется. Но если что, можно на эту дорогу просто вернуться и двинуться в Хелним по ней. Живописно. Ладно. О, еще точка интереса. Посмотрим, что тут у нас. У этой алебарды, кстати, безобразно низкие рубящие и режущие уроны. Как будто и не алебарда вовсе. Так, а мне есть чем пробафаться? Вроде нечем особо. А, ну вот, можно. Бедняга. Кинжальчик достал. О, а у тебя я, наверное, пополню запас стрел просто. На того напали, ребятки. По-моему, оба бретонцы, кстати, что забавно. У вас тут бретонская банда, что ли, какая-то? Железные стрелы, наверное, об вас как раз. Не помогли тебе твои тяжелые доспехи, дружок? А не только бретонцы здесь. Разобедом, реторта. Давай сюда. О, твой обед достанется мне.
Целых 50 монет. Ну что тут у нас? Почему я не удивлен? Ну, судя по всему, место небогатое. Судя по тому, как тут живет у них даже командир. Главарь, судя по всему, он и был. Ребята тут с железными топорами. Так. Вот и остальной мой обед. Лунный сахар. Ну, тут они, да, похоже, убежище у них тут недавно появилось. Это все тут следы недавних раскопок или даже продолжающихся раскопок. Они расширяли тут пространство, чтобы, ну, складировать лунный сахар свой. Так. Костяная прикольнее кераса. Парастилусы у нас, да? Парастилусов затюкаю, все равно ему тут без хозяев не выжить. Феникс гончих затюкаю. О, много у вас. Сколько живности, даже кротокраб. Тут застрял, бедняга, да? А он еще и больной. Спасибо, как говорится, что свои стрелы предоставили, чтобы вас убить. Я экономлю в последнее время ману, чтобы не остаться без нее совсем. Поэтому меньше использую кошачий глаз. Ну и вот, собственно, все, да? В общем-то, осталось решить, что делать дальше. В общем-то, в общем и целом план есть. Надо подумать над деталями. Но на сегодня хватит, друзья. Спасибо, что были со мной. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте, что, как вам вообще это все. Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild. Пока-пока.